Всем привет, меня зовут Анна Трейд, и это проект «Ночь в отеле». Давайте погрузимся в мир идеального гостеприимства вместе и узнаем, какая же она жизнь после лобби. Сегодня мы в Hyatt Regency, Петровский парк. Это район Динамо, рядом Ленинградка, Третье кольцо, метро Белорусская и улица Тверская. А еще, конечно же, парк. Именно он и дал название отелю, построенному в 2017 году. Архитектор проекта Сергей Чобан, русский, сделавший карьеру в Германии и вернувшийся на родину. Его авторству принадлежит ВТБ-арена, расположенная рядом, Экспофорум в Санкт-Петербурге. Он принимал участие в реконструкции Лужников, а еще придумал проект самого высокого здания Европы – башни Федерация, что в Москве-Сити. Автор именитый, с этим разобрались. Ну а что же внутри, сейчас посмотрим. Заходишь в отель и сразу чувствуешь вау-эффект, потому что невероятная люстра, скульптуры, картины, красивые перегородки. Я не знаю, как быстро здесь происходит заселение, но очень хочется расположиться на диване и просто понаблюдать. Красиво. Кстати, приятный бонус: в такую погоду бесплатная вода. Вот меня сейчас это прям очень порадовало. Она еще вкусная. На первом этаже находится зона лобби, слева располагается ресепшн, справа рестораны, а на втором этаже комнаты для проведения переговоров и залы для мероприятий. Мы себя позиционируем как майс-отель. Мы совмещаем и бизнес-отель, и лакшери-отель. Для нас очень важно, чтобы даже гости, которые приезжали сюда в какую-то бизнес-поездку, все равно ощущали первоклассный сервис. Винтовая лестница – отличительная черта Hyatt Regency. Когда заходишь в здание, даже не знаешь, на что в первую очередь обращаешь внимание. То ли на прекрасную люстру, то ли на эту лестницу. Она как будто парящая. Здесь проводится очень много фотосессий, и действительно хочется стоять красивой в платье, чтобы шлейф подсвечивался. Но сейчас не об этом, а о конструкции. Состоит она из искусственного камня, стекла и металла. Поэтому возникает ощущение футуристичности. Мне очень нравится. Здесь это, мне кажется, органично. Этой люстрой можно любоваться бесконечно. Она была создана специально по заказу отеля, эксклюзивно. Люстра La Suite. Похожие есть в Дубайской опере и в Хаяте в Цюрихе. Кстати, это не просто дорого, а очень дорого. Небольшая люстра этого производителя стоит около 200 тысяч рублей. Можно представить, сколько стоит этот шедевр. Но это того стоит. Второй этаж – это деловое пространство. Вот, например, есть библиотека. Здесь есть книги, которые можно взять, почитать или, например, поработать в тишине. Из приятного – это панорамное освещение. И, кстати, за окном Третье кольцо, а здесь полная тишина. Общая площадь второго этажа 3500 квадратных метров. Зал для мероприятий назван именами знаменитых советских спортсменов. Рассчитаны как на масштабные праздники, так и на небольшие собрания. Это один из наших залов. Он называется «Мост Яшин». Это, получается, уникальное достаточно сооружение, которое соединяет между собой два здания корпуса нашего отеля. Это зал многофункциональный, он рассчитан на большое количество гостей. Между собой он делится на 6 пространств практически, 4 из которых полноценных зала и 2 кофе-зоны. Пространство достаточно большое. У нас в залах во всех есть встроенная техника, это экраны с проекторами.
Все залы без колонн и имеют естественное освещение, за исключением самого большого Regency Ballroom, который как раз находится во втором корпусе. Расскажите, самое большое и самое маленькое мероприятие, которое вы проводили? Ну, самые маленькие мероприятия у нас проходят в переговорных комнатах, там по 5, по 10 человек максимум. Что касается самого масштабного, наверное, и крупного, который отель проводил, это было мероприятие в 2019 году, After Halloween, где отель принял, насколько мы знаем, в районе 7500 человек за одну ночь. Ну, вот, соответственно, как это было? Это было монументально, я бы сказал так. От грандиозных событий к комнатам для встреч. Всего в отеле их 13. И это одна из комнат переговоров. Здесь сразу возникает ощущение делового мира. Почему-то очень хочется собрать совещание, позвать всех серьезных людей. Юрий рассказывает, чем особо гордится. Отель стал лучшим в области индустрии делового туризма. Все-таки отельный бизнес и, в частности, мероприятия – это про людей. Можно встретить огромное количество интересных персон. Люди в этой индустрии, в ивентах, в частности, и в отелях, в принципе, это те люди, которые любят людей, любят общение. Мы получили в прошлом году премию как лучший MICE-отель Москвы, и для нас это очень важное достижение. Оно показывает, что мы идем в правильном направлении. И, собственно, люди отвечают нам любой взаимностью, да. Именно в этом отеле я получил ту масштабность, которую мне хотелось. То есть во многих московских отелях не хватает площадей, пространства. Это немножечко ограничивает, в принципе, возможности. Но здесь возможности безграничные, и это очень важно, потому что действительно люди приходят, они видят, и здесь ты можешь им предложить этот вау-эффект, который все хотят увидеть. Мы берем сотрудников, если мы кого-то берем, мы берем практически с нуля для того, чтобы выращивать людей здесь, специалистов. Для нас это очень важно, чтобы человек пропитался духом и ценностями того места, где они работают. Юрий спешит на очередную встречу, а мы отправляемся смотреть номера. Это стандартный номер категории King из-за размера кровати. Такое название есть. Еще Twin тоже стандарт, но там 2 кровати, рассчитанные на 2 человек, которые не хотят спать вместе. Здесь примерно 35 квадратных метров, цена от 8 до 13 тысяч рублей, в зависимости от загрузки. Для меня всегда очень важен вид из окна. Я думаю, что и для многих из вас тоже, поэтому предлагаю посмотреть, что мы видим здесь. Оу, 3-е кольцо, развязка, вид очень индустриальный, такой Дубай. Я знаю, что кому-то нравится такая история, но вот я бы здесь расслабиться не смогла. Когда видишь такую кровать, очень хочется сделать вот так. Но так лучше не делать, потому что я оказалась между 2 матрасами, и я начинаю утопать. Вот и все. Я чувствую, как моя голова проваливается между 2 матрасами прямо в яму. Что и требовалось доказать, это 2 соединенных матраса, соединенных просто молнией, и просто ты проваливаешься в эту яму. Поэтому обязательно нужно просить 1 большой матрас, я уверена, что такие номера в отеле есть. Подушек как-то мало, я люблю, когда побольше, и можно их взбивать, можно прилечь, почитать, и здесь вот их не хватает, только если на одного человека, то все они плоские, хотя я слышала, что есть меню подушечное, но их очень мало, и они все очень худенькие. Как-то так. Зона мини-бара очень приятная, довольно большая. Из плюсов то, что розетка находится на уровне человеческого роста, и не нужно нагибаться к ней. Посмотрим, что в ящиках. 1 пустой под вещи. В одном стаканы, чашки под эспрессо. Все, что надо для напитков, даже штопор есть. Ага, а вот и мини-бар. Сейчас очень модно почему-то мини-бар хранить именно в таком формате, пустым. Все чаще гости приносят напитки, еду с собой, и холодильник оставляют для них пустым. А здесь уже что-то есть. И это только напитки. Кофе, чай,
травяной, черный, зеленый и стаканчики. Стаканчики, кстати, очень красивые. Отель эко-френдли, идет в ногу со временем, и эта карточка гласит, что если не положить ее на постельное белье или если не бросить полотенце на пол, то и постельное белье, и полотенце будут меняться раз в 3 дня. Так что, как и гласит карточка, выбор за вами. Могу сказать, что наличие ванной и душа одновременно в стандарте – это почти нереально. Это очень круто. И в ванной не просто обычной, а такой красивой. Плюс еще посмотрите на эту невероятную стену из перламутра и золота, которая не смотрится слишком аляписто и очень органично вписывается в интерьер. Отель открыт в 2017 году, а плитка выглядит очень свежо. Что у нас на столешнице? Столешница из искусственного камня. 2 бутылки воды бесплатных в подарок, очень приятно. Дальше косметика Фармакопия. Это американская косметика, органическая. Бренд создан в 2006 году, когда у владелицы было найдено заболевание, и она решила, что именно косметика стала одним из факторов, и решила производить натуральную косметику. Отличительная черта этого отеля в том, что если тебе что-то необходимо, но ты забыла из химии или косметики, то можно заказать в номер дезодорант, антистатик. Это абсолютно бесплатно принесут. Дальше смотрим душ. Душ у нас удобный. Есть и верхний душ, и такая лейка. Что меня всегда вызывает удивление, это такие туалеты. Туалеты, которые мало того, что не закрываются, так они еще и не закрыты сверху. И там очень сильное эхо. То есть, заходя туда, ты рассказываешь всем, что ты здесь и что ты здесь делаешь. Вообще ванная меня покорила. То есть вот если смотреть на ванную, на стиль, на наличие халата мягкого, это все, да, это все мне очень нравится. Это все приятно. Для стандарта тем более, это что-то из ряда вон. Но вот такие туалеты всегда вызывают у меня больше вопросов. Ответов я пока не нахожу. Перед просмотром люкса успеваем пообщаться с операционным директором. Она называет отличительную черту сферы гостеприимства. Отельная индустрия – это целая, опять же, религия. Да? Это обращение внимания на детали, это определенное качество, то есть люди этим живут. То есть они идут в отельную индустрию не потому, что это просто работа или это какая-то временная возможность практиковать языки. Они идут туда, потому что это, как вам сказать, это выбор. Это определенный выбор жизни. Гость всегда прав. И, на мой взгляд, это очень правильная философия, потому что нет ничего невозможного. Как раз наша отельная сфера, она строится на том, что мы можем создавать чудеса. То есть из невозможного сделать возможное. Анастасия большую часть жизни прожила за рубежом. Работала в отелях по всему миру – в Америке, Китае, Франции, Индонезии. Вспоминает один из случаев, которые изменили ее отношение к своему делу. Был очень интересный опыт, когда я работала в Китае. У нас проживал брат президента Америки, и он сказал тогда очень интересную вещь. Он сказал: Анастасия, мне неинтересно разговаривать об отеле. Мне скажите, что вы сегодня нового выучили. И тогда я поняла, что как раз для меня это был переломный момент. У отельных сотрудников есть такое, как вам сказать, мы иногда все очень сильно, как вам сказать, живем в своем вот этом мире. И очень важно развиваться во всех сферах. То есть, поскольку приезжают разные гости, у них разные интересы. Кто-то интересуется бизнесом, кто-то искусством, кто-то оперой и балетом. И это очень важно иметь какие-то знания в каждой как раз сфере, и чтобы поддержать разговор. И признается, что за последний год портрет гостя очень изменился. Мы сейчас ориентируемся на локальный рынок, и загрузка, у нас очень маленькое окно бронирования. То есть если мы начинаем день с одной загрузкой, то все может измениться. И в основном это гости из Санкт-Петербурга, из регионов, также бизнесмены из Москвы. И вот мы в номере Regency Executive Suite. Это один из самых необычных номеров отеля, потому что в нем очень много фишек. Сейчас посмотрим,
что за фишки нас ждут. Пространство гостиной, где можно устроить обед или ужин, позвать друзей или партнеров. То есть вот это вот очень приятное пространство, где хочется провести время и собраться за единым столом. Своя кухня, конечно же, очень нужна, не потому что, скорее всего, хозяин будет готовить, а я считаю, что это для повара. И чтобы повар не ходил по вашему номеру, здесь есть, та-дам, отдельная дверь. Отличительная черта номера — есть бокалы. Очень вам в малом количестве номеров есть такая посуда. Обычно ее нужно заказывать и платить за это дополнительные деньги. Здесь это все есть, это очень приятный плюс, поэтому можно звать друзей и партнеров на шампанское. А так как отель считается деловым, конечно же, какой люкс может обойтись без кабинета? Жемчужина этого номера – это гардеробная с окном. Довольно часто в подобных гардеробных, деревянных, очень темно. Здесь такой проблемы нету, хотя зеркала состаренные специально, видимо. Номер состоит из кухни, гостиной, кабинета, зала, гостевого санузла, гардеробной и мастер-спальни, то есть спальни с ванной комнатой. Стоит в районе 60 тысяч рублей за сутки, всего 114 квадратных метров. Но главное в этом номере даже не эта спальня. Хотя о них, конечно, тоже хочется рассказать отдельно. Здесь сделана целая стена из коры березы. То есть, просыпаясь в этой спальне, ты точно не забудешь, в какой стране ты находишься, как минимум. Кстати, удивительно, здесь тоже не так много подушек. Но они как-то чуть попышнее, чем в том номере. Или, может быть, мне кажется, потому что я под впечатлением, действительно. Это просто невероятно. Вот лежишь на этой кровати, и вот возникает ощущение, что все в твоей жизни идет как нужно. Даже у меня уже возникло это ощущение. Здесь, кстати, матрас не сдвоенный. Это чувствуется. Это king size. Большая кровать, очень мягкий матрас и очень приятная постельная. А вот одна из фишек этого номера, которую очень хотелось вам показать. Этих фотографий нет на сайте. Смотрите. Вау! Да? Вау! Мне кажется, эта ванна – это вишенка на торте нашего сегодняшнего выпуска. А самое главное, что можно наслаждаться и приемом в ванной, и видом, открывающимся из панорамного окна. Если необходимости в остановке на ночь нет, можно зайти на коктейль в панорамный бар Oriental, который находится на последнем этаже. Концепция бара такова, что гость приходит, видит нашу авторскую карту коктейлей, и мы предлагаем ему выбрать эмоцию, которую он сейчас испытывает. Еще можно вот так вот Еще можно вот так вот вообще. И судьба за тебя Да. решит, да? С чего начнем? Начинаем готовить? Да. Сегодня мы решили готовить расплавленный нефрит. Я буду работать под чутким руководством бартендера Георгия. Текила, лимонный сок, сахарный сироп, гренадин, белок и перец чили. Все смешиваем в шейкере. Закрываем его. Чтобы его закрыть, лучше его поставь. И теперь резким движением и переворачиваем. И, смотри, можно двумя руками, Давай. а можно одной. Ну, почти очень хорошо. Ну, чтобы если обольюсь, как бы не на меня попало. Аккуратно выливаем. Ага. Ой, как красиво. Ну, жалко, что белок остается. А, вот тут надо, да, делать? Ну, слушай, почти одинаково даже. Ну, нет, честно говоря, не одинаково. Могу только сказать, что я старалась. Почему у тебя получился воздушный, а у меня... Самое главное А, украшение. детали, да? Детали, Все конечно. детали, просто сверху. Да? Ну, Всё. мы молодцы. Бармен Георгий работает здесь больше 2 лет. Признается, что самым сложным было выучить рецепты. Коктейлей очень же много, как классических, так и наших. Они меняются, что-то вводится новое, что-то вводится старое. И так вот, ну, месяц уходит на то, чтобы выучить все, весь объем. А это около, наверное, постоянных около 150. Ну что, попробуем то, что приготовили? Попробуем.
Чин-чин. А он, кстати, не слишком крепкий. Да, и пряненький, чили. приятный. Чили Да, на да. послевкусие есть. Да? Спасибо тебе большое. За последнее время отельный рынок в России очень изменился, но участники уверены, что главное останется прежним. Очень многие отели, они ничего не поменяли. Несмотря на то, что уходят бренды, команды остались, номерной фонд остался, стандарты остались. И все отели, как вам сказать, все ориентируются на сервис и на качество. Мы сохранили те ценности, которые нам были даны, да, а это забота о людях прежде всего. И как правильно было сказано, и какой девиз был, мы заботимся о людях для того, чтобы они проявляли себя с лучшей стороны. Давайте подведем итог нашего сегодняшнего путешествия. Честно признаюсь, отель мне понравился. Современный, стильный, деловой, роскошный, но при этом не слишком вычурный. Бизнес-отель, в котором можно и отдохнуть. Если вы уже здесь бывали, то поделитесь своими впечатлениями в комментариях. А если нет, тогда посоветуйте, какие отели нам еще стоит посетить. А теперь рубрика «Конкурс». Угадайте, из какого отеля будет следующий выпуск, и сможете выиграть сутки проживания в Hyatt Regency Петровский парк. Я надеюсь, что мне удалось передать атмосферу отеля, и у вас появилось желание остановиться в нем, принять ту прекрасную ванну, почитать книгу в библиотеке или, может быть, выпить коктейль с видом на закат в панорамном баре. Буду благодарна, если вы оцените выпуск и подпишитесь на канал. Меня зовут Анна Трейд. До встречи в следующем отеле.